час X близок, поэтому важно, чтобы все процессы были отлажены и чтобы все было готово к запуску. На горизонте виднеются наши ребята, которые заканчивают устанавливать ленту, или как она называется правильно. Да простит меня Вячеслав, забыла. Нам надо заказать дождь. Куда звонить? Да, это уже гораздо лучше уровень получается. Ну тут еще пару болтов все добавлю. Ленка укладчик у нас едет. Он уже, кстати, в аэропорту. Откуда? Тоже с Тайны. И получается, уже полный будет у нас комплект. Я не ожидал такого результата. Я думал, вместе они смотрятся вот этот открытый, закрытый. В общем, все приятно удивились, все собрались кружочком. Сегодня день обход. Объезжаем все точки, все локации важные для нас. Сейчас едем в агропарк. Знаете, уже, наверное, минут 20 никак не могу налюбоваться вот этой красотой за моей спиной. Вы посмотрите, как красиво. Казалось бы, мы приехали в самую жару. Просто посмотреть, как делают, проводят вот этот рукав, да, по которому будет вода идти, устанавливают. Но я просто залипла. Какая она холодная! Просто, да. Как? Суть такая, скважина наполняет бассейн. С бассейна вот по вот этой прозрачной этой берется вода. Насос он тянет. Это что, электричество? Да. Так, дальше, получается, он идет через фильтра, проходит и потом уже идет на полив, да? Да. Фильтра дисковые. Диски 120 микрон, все фильтры. Я проверяла, правда, не считала количество. А как часто надо качать? Риторически. Как только достигнет верхний манометр и нижний манометр, верхний это подача воды, нижний манометр расход воды. Если появится разница между показаниями давления более 0,8 атмосфер, надо чистить. Все. Диски высвобождают. Вот. Потом по струю воды промываешь. Грязь страшна не которая сверху фильтра, она вот здесь вот забивается между. Она создает сопротивление. Все, снято? А, кстати, в комментариях еще пишут, почему бассейн открытый. В вашу жару все будет испаряться быстро. Должны сделать вклад в то, чтобы облака формировались. Свой. Комментатор пусть даст официальные замеры по скорости испарения с 1 квадратного метра бассейна, и тогда мы примем решение о закрытии этого бассейна. Сеткой специальной, там миллионы денег грохаем, сделаем крытый олимпийский бассейн, будем проводить соревнования. Параллельно. Да, параллельно.
Это Алексей с Телеком обсуждают какие-то детали, а мы приехали посмотреть, что тут сейчас с грядообразователем. Он себя чувствует прекрасно. Компания Космека. Читаем. 915 килограммов производства. Дата 2025 год. Модель B1S. Именно есть стандартные модели, а он с этим, еще с буквой S, как бы special, то есть он для объемного. Вот оно что, буква S, да, обозначает? Ну, то есть она именно для глинистой грунта тоже подойдет. Какие лопасти. Какие мощные. Скоро-скоро вы закрутитесь. Это получается сколько раз выгнули? Много раз, да? Раз, два, три, 4, да? Ну что, вот он, тот самый грядообразователь за моей спиной, наконец прибыл из Италии, прилетел из Италии, и буквально еще день-два его наши мастера доработают, под нужный нам угол сделают. Грядка должна быть все-таки максимально комфортна, поэтому мы решили немножечко изменить угол наклона. Вот этот оригинальный угол грядообразователя. Вот он вот такой. И получается, вот если представить, что вот грядка реализованно сделана, то чтобы работать потом, надо было, вот этот угол, он вот так уходил бы. Слишком... И люди могли падать там, да? То есть падать и грядку портить. Да. А сейчас, получается, здесь вот угол более прямой. И тогда, получается, вот этот угол наклона, он будет комфортный для работы. То есть все для работников, все для удобства. Потому что, опять-таки, сейчас проблема нашей отрасли какая? Грядки, они высотой где-то вот такие. Вот как низкие вот от очень. земли до сюда. Им приходится вот так. Вот здесь угол тоже достаточно некомфортный для работы, для спины. А когда она уже будет у нас более высокая, вот как вот здесь, да? То есть, с учетом этого, она будет вот чуть выше колен. Тогда, опять-таки, угол наклона будет комфортно, работать будет комфортно. Когда грунт более песчаный, тогда вот более такой пологий угол он подходит. Потому что, чтобы он не рассыпался, да? А у нас глинистый грунт, он, в принципе, форму будет держать. Ну, именно вот здесь вот эту часть можете подрезать. Ну вот до сюда. Да. И мы его все сразу транспортируем на поле. Да. Ну, к тому моменту мы, я думаю, еще другие спашку, глубокорыхлителем пройдемся. Подготовим. Подготовим, да, фрезой пройдемся и потом еще вот это финальная стадия. Мне кажется, сейчас нужно запомнить этот момент. Нужно посмотреть на это поле. Наш агропарк. 4 июня. Он выглядит вот так. Пленка-укладчик у нас едет. Он уже, кстати, в аэропорту. Откуда? Тоже с Италии. И получается, вот уже полный будет у нас комплект. Потом, после того, как мы грядку сделаем, пойдет пленка, работа пленкоукладчиком. И потом дальше уже будем сажать растения. Так, сегодня у нас на календаре какое число? Сегодня 4 июня, ровно 2 недели. Вообще не потекла, слушай. 3000 гектаров. Когда мы начинали эксперимент, многие отнеслись скептически. 2 недели, и почти никто не верил, что что-то получится.
Слушайте, надо же какая. А? Я думала, она уже вообще будет, уже загниет, а она нет. Даже у нас вот холодильник в режиме не работал. Открывали, закрывали. То есть не было вот идеальных, да, условий? Черешню поставили. Ну, температура разная. Вот это лучше. Это вкусно. А это сколько? Сладкая. Сережа, я не ожидал такого результата. Я думал, вместе они смотрятся, вот этот открытый, закрытый. В общем, все приятно удивились. Все собрались кружочком. Надо привет голландцам передать. Молодцы. Андрей, Настя. На этом эксперимент мы завершать не собираемся. Теперь хотим повторить его. И для этого сделаем другой подход. Обязательный прикулинг и получим новые пакеты с правильной перфорацией. А пока вот клубника, что пролежала 2 недели без пакета.